Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется или, возможно, что-то ведет к переменам? Давайте узнаем. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. И у нас сегодня две колоды. Первая это у нас колода Оракула Ленорман. И мы достанем 4 карты. Что нам расскажут карты? Давайте узнаем. Именно на события, какой сферы жизни, возможно, это касается, или где будут эти перемены, что, возможно, вы сами будете менять, и с чем это будет связано. Итак, события ближайших дней, ближайшего будущего. Какие они? На чем сделают акцент карты Оракула? Возможно, это сферы жизни, которыми вам придется активно заниматься какими-то вопросами. Или обдумывать свою стратегию, тактику на будущее. Такое тоже могу предположить. И мы дополним картами Таро по традиции. Что скоро откроется? Или какую правду вы, возможно, узнаете? Или как отправной пункт к вашим осуществлениям и намерений, и желаний, или мечты. Элемент неожиданности, безусловно, в этой карте присутствует. Или внезапности, может быть и так. Вторая карта, наоборот, это ваша сильная позиция. Это то, что вам помогает. Это то, что вам нужно услышать, возможно, или в чем ваша сила. Посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, ваши достижения, документы, финансы, деньги, денежная энергия. И любовь, и личная жизнь. Давайте будем узнавать события ближайшего будущего. Но это, наверное, самая главная карта. Ключ. Чтобы вы тут не задумали. Через дипломатию где-то. Через, безусловно, ваш интеллект. Вы любую ситуацию сможете продумать и найти для себя не просто дверь, а еще и вот этот ключ. Или каким образом решить тот или иной вопрос или даже проблему. Не говорят нам о конкретной какой-то сфере жизни, хотя я могу предположить, все же деньги, финансы, поскольку эта карта соответствует бубнам. Это какой-то материализм. Что же есть в реальной жизни? Или пусть это будет как ваша мечта, но каким образом это переложить на практику? Помните, ключи в ваших руках. Для вас нет ничего невозможного, но главное себе поставить какую-то цель и использовать, ну, может быть, и новые методы, потому что мы открываем как новую, возможно, дверь. И мы еще не знаем, что нас ждет за этой дверью. Поэтому включите свою интуицию, будьте готовым к разного рода неожиданностям. И тогда это усиливает ваши позиции дважды. События ближайшего будущего. Ну, точно, наверное, в какую-то дверь, словно вы входите, открываете ее, и оставляйте прошлое позади. Завершение. Завершение может быть у кого-то в отношениях, у кого-то это будет касаться работы. Может быть, и две было работы. И тут вы понимаете, чему отдавать предпочтение. Или вы на этой неделе окончательно принимаете решение, что я буду искать работу. Опять же, у нас выпадают бубны. И деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Или в целом это концепция нашего благополучия. Для кого-то из вас это могут быть и ключевое какое-то партнерство, которое, может быть, было где-то основано на финансах. Это может быть ваш бизнес, и здесь вы будете что-либо реструктурировать или искать новых партнеров, потому что прежняя, ну, история, она как-то либо завершается, ну, может быть, у человека конкретного, если действительно партнерские отношения присутствуют в вашей жизни, там тоже жизнь меняется. Но и вы-то не испытываете интереса к какому-то продолжению тоже. Потому что когда выпадает карп, так гроб, мы, по сути, провожаем то, что уже в нашей жизни было проиграно. Проиграно имеется в виду по максимуму. Или пусть это отношения, пусть это работа. Если работа, это значит, где вы проявили как могли свои таланты, и дальше нет перспектив. Если отношения, где-то то же самое, нет перспектив в отношениях. И очень символично, что эта карта имеет число 9. А 9 по нумерологии – это перемены, это как пороговое значение. Давайте посмотрим, что же еще как событие ближайшего будущего. Тем не менее, опять нам выпадает 9. И нам карта говорит, карта якоря – это прекрасно.
Конечно, у каждого по-своему проиграется. Иногда карта якорь– это как символ защиты, надежности, финансового где-то благополучия. Но есть всегда риск застрять, как бы не хочется менять ничего. И тогда карта будет говорить, а перемены все равно неизбежны. Ты не можешь удержать, к примеру, ход истории. Поэтому для тебя вот эту уверенность или вот этот якорь вам нужно переложить на новую плоскость тех событий, которые происходят вокруг вас. Это приходится учитывать. Это отправная точка к новым достижениям. И перемены, они будут. Как и допускать какие-то неожиданности, я сказала, да, вот эту дверь мы открываем, и мы даже не предполагаем, что же мы увидим. Так и карты нам можно переложить на тот смысл, что говорят у тебя сейчас твердая позиция или достаточно, какой-то стабильный период жизни. Но твоя задача– это адаптировать к тем переменам, которые ты увидишь, узнаешь. Или это будет связано с обстоятельствами вашей жизни. Но быть готовым к неожиданностям определенно стоит. И нечего бояться, кстати. Нечего в себе сомневаться. Потому что если мы что-то провожаем, то мы уже... Нам это не интересно, нам просто даже не хочется думать или смотреть в этом направлении. Но и есть от чего мы можем оттолкнуться. Интересные карты не говорят про конкретную сферу жизни, разве что про деньги. А на самом деле, про деньги, правда. Из 4 карт 3-я карта у нас как раз бубна. И это своеобразное подведение итогов и сбор урожая. У кого-то это приход денег, которые задерживались длительное время по разным, независящим от вас причинам. Но это могут быть еще и подведение итогов в отношениях также. Это какая-то перезагрузка. И быть дипломатом абсолютно точно стоит, держать руку на пульсе дважды и трижды быть готовым к неожиданностям. Почему? Карта коса. Коса, мы знаем, имеет острие. И тут будет важно не пораниться, мои дорогие, поэтому не просчитаться, я имею в виду. Может быть, карты нам будут говорить, вот эти перемены ты не отменишь. Вот мы говорили по аркану якорь. То есть они будут продолжаться. Но как ты будешь взаимодействовать? Или вот ты откроешь эти двери, оставишь что-то прошлое позади. А надо сказать, когда выпадают 2 карты, как и гроб, так и коса, прежние методы нам не помогут. Нам нужно будет отстроить совершенно новую стратегию и тактику, новые способы взаимодействия с людьми или поиск новых ключевых партнеров. Возможно, и такое тоже. Какая-то перезагрузка явно есть, и можем мы испытывать, знаете, такой легкий шторм, потому что, как вам выпали 2 карты со значением 9, так и об окончании, опять же, тоже 2 карты выпадают. И когда мы открываем двери, например, да, и где-то открыто окно, мы стоим на пороге и чувствуем сквозняк. Мы понимаем, что нам нужно идти дальше. И некоторая неопределенность, может быть, и сомнение, а стоит ли мне делать этот шаг вперед, потому что зыбко непонятно, что меня там ждет. Но в то же время мы понимаем, что и дороги назад нет. Вот такие перемены, может быть, это на более глобальном уровне, мои дорогие, но их тоже нужно учитывать. Меняется структура какая-то, меняется порядок, последовательность. И это оказывает влияние на качество вашей жизни. Вот перезагрузка, хотим мы того или нет. Но в эти 10 дней вы можете наиболее остро это прочувствовать. Но для вас 2025 год – это шикарный год. Поэтому, знаете, искусство иногда мелких шагов нам помогает. Помогает быть готовым как и к неожиданностям, так и взаимодействовать правильно с людьми, как и адаптироваться, так и организовать свою жизнь по-новому. И в эту неделю вы как раз адаптацию и организацию можете прочувствовать наиболее, как-то близко к душе. Или понимать, что, правда, ведь какая-то жизненная эпоха или мой прежний жизненный этап завершается. Неожиданности давайте все-таки мы узнаем, что же скоро откроется. Правда, вы можете узнать какую-то очень важную информацию. Вы можете узнать и правду. Может быть, это как возможность, опять же, туз пентаклей, каким образом зарабатывать деньги. Вы поймете, к примеру, что какая-то стратегия, тактика на последующий период не будет срабатывать. И вам нужно себя несколько переориентировать или перенести ваш бизнес, может быть, как релокация офиса, или, может быть, перевести в другую плоскость, опять же, ваше личное дело,
творчество или бизнес. Перестройка какая-то проходит по тузу пентаклей. Это начало. Потому что один только пентакль, но это еще карта поддержки высших сил. Здесь ассоциация в этой колоде, обратите внимание, пентакль и солнце. И это новые финансовые перспективы. И я часто говорю, туз пентаклей это как зернышко. Мы садим это в землю, а в последующем мы получим богатый урожай. И поэтому вы какой-то прежний урожай, да, вы его уже собрали. И может быть в эти 10 дней вы получаете деньги, какие-то бонусы, которые вам причитаются именно по проделанной уже работе. Но перезагрузка и уже новые перспективы вы более точно, более конкретно видите. Или это будет связано с вашим внутренним инсайтом или пониманием какого-то вопроса, а у кого-то это будет дополнительная информация, новости, или как события извне в обстоятельствах. Вам тоже помогают, мои дорогие, иметь больше этой определенности. Давайте посмотрим, что же доброго или что вам нужно услышать. В чем ваша сила? В рациональности, в холодности суждений. По рыцарю мечей, вот обратите внимание, летит наш молодой человек и вооружился мечом. По рыцарю мечей в положительном смысле проходит такое значение. Мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Вот правда, у вас прояснится какое-то дело или вопрос. Как действовать, в каком направлении двигаться. При этом вы можете сталкиваться с разными людьми, которые находятся, ну, не совсем в таких энергиях, как вы сами. Вас могут где-то озадачивать люди своим, ну, не самым таким приятным настроением, и это каким-то образом, ну, как будет пытаться кто-то воздействовать на вас, поэтому не поддавайтесь эмоциям. Холодность суждения, она подразумевает, что мы не соскальзываем как и в ненужную философию, так и не позволяем себе слишком восторгаться. Опять же, холодность мыслей – это все то, что вам помогает. И если мы говорим, что вам нужно услышать, видимо, вот эти 10 дней, может быть и правда для кого-то основная тема, ключевая тема будет касаться именно денег и финансов, и работы, ваших достижений, откуда к вам приходят деньги, как перестроить свою жизнь на новые рельсы или как рассмотреть новые источники дохода, дополнительного дохода. Но опять же, финансы. Давайте посмотрим дела, работа, бизнес, ваши достижения. Вот вы ищете явно какой-то выход. И прощение, может быть, самого себя за предыдущие ошибки, так и одновременно прощание с кем-то или с чем-то, потому что вам хочется завершить вот эту зависшую ситуацию. И действительно, вот эта зависшая ситуация, она будет такая двоякая. От чего-то вы откажетесь. Просто откажетесь, потому что не видите в этом смысла. А ряд вопросов вы будете пересматривать с позиции «я больше не хочу быть в состоянии заложника или в состоянии жертвы». Потому что вот если я откликаюсь сразу на много каких-то просьб, самых разных, но тем не менее я трачу свое время впустую. Или я долго жду. Может быть, вы долго ждали, пока откликнется человек, или решится какой-то вопрос. И здесь вы можете ряд вопросов подвести к знаменателю, практически к нулю, и сказать самому себе, ну все, хватит, баста. В этом я ставлю точку. А в другом вопросе у вас как раз и будет кому-то сказать «нет», я такое предполагаю, поскольку вот этот период неопределенности вы хотите завершить, больше ясности. Вы будете видеть эту истину и сами где-то будете ее искать. Поэтому шаг за шагом какая-то зависшая ситуация у вас подходит к концу, но, видимо, которую вы будете очень радостно провожать и подводить итоги. Что же по финансам? Давайте узнаем. Король жезлов. Это карта харизматичного лидера. Это может быть как ваше собственное намерение, это могут быть контакты с новым лицом или поиск ключевого партнера по вашему бизнесу. Но, безусловно, по этой карте это сами по себе намерения. Или это у нас идейный лидер еще проигрывается, может быть, какой-то человек вам предложит дальнейшее сотрудничество, может быть, вы будете кому-то предлагать или искать такого ключевого партнера, кому я могу доверять. Тогда примите во внимание, все же король жезлов – это карта, которая внесет в себе энергетику именно лидерскую или команды, мои дорогие, но она не подразумевает того человека,
который готов взять ответственность на себя, или того человека, на которого мы можем положиться. Это просто лидер или команда, но ответных действий от этого человека вряд ли стоит ждать. Поэтому надейтесь сами на себя или не доверяйте, допустим, если действительно вы ищете, ну, допустим, как вариант вложения ваших финансовых средств или во что произвести инвестиции, что будет развиваться. Тут вам могут предлагать те проекты, которые выглядят на первый взгляд очень заманчиво. Или будут говорить о том, что, ну правда, вроде как есть перспективы. Или будут выглядеть так вот логически тоже верно и правильно. А тем не менее, нет какой-то материальной основы. А мы смотрим с вами на деньги. Это материализм. Поэтому с чем-то не просчитаться, я бы сказала, будет очень важно. И вот в этом случае не торопитесь, поскольку проекты или конкретные люди, с которыми вы взаимодействуете через финансы или решаете свои денежные вопросы, может быть, кому-то и помогаете, может быть, это какое-то обязательство, я такое тоже могу предположить. Но тогда как бы есть предпосылка или есть магнетизм. Всегда по этой карте идет страстность, магнетизм, желание действовать или желание верить, мои дорогие. А тем не менее, с обратной стороны нет какого-то отклика в действиях или конкретно в финансах. Поэтому продумывайте дважды перед тем, как вы подписываете какие-то документы, на что-либо соглашаетесь, вкладываете деньги или решаете вопросы по части с вашего дальнейшего продолжения бизнеса, вашей работы или контактов по работе, может быть, это тоже. Доверяй, но проверяй. Есть истина, и она дороже. И вам тут ни в коем случае на этой неделе ни разу нельзя замечтаться. И ключи нам ведь тоже говорят. Будь готов к неожиданностям. Если же вы видите, что действительно какое-то дело или партнерство есть смысл продолжать, то даже со сложными людьми вы найдете общие точки, ну, как понимание, соприкосновение или взаимодействие. Есть то, что вы сможете выстроить в какую-то красивую канву, это определенно. Но подумать, а надо ли, или в какой глубине, или в каком направлении, или насколько долго, может быть, я могу кому-то доверять, или вы сами будете готовы продолжать какое-то дело. Давайте мы раскроем на личную жизнь. Я не могу сказать, что тут что-то меняется, и поэтому, судя даже по другим картам, нам больше про ваши достижения, про бизнес, про деньги, про финансы. Двойка жезлов, мы тут ничего не меняем. Все, что было прежде, мы где-то также оставляем. Поэтому есть якорь, мы можем это отнести, кстати, к личной жизни. У вас сильная позиция, поэтому те партнеры, которые бы вам были знакомы, или для людей семейных, ну, видимо, та ситуация в вашей семье, которая была предыдущую декаду, где-то тут не претерпевает изменений. Вы можете по двойке, точнее, жезлов, обсуждать общие проекты со своими близкими, со своей семьей, строить планы на будущее. Но сказать, что вы тут прямо кардинально, революционно что-то переигрываете или какие-то темы вы захотите, ну, тут тоже как-то навести... Может быть, даже порядок, кстати. Но я не вижу тут желания, потому что по двойке жезлов, опять же, это статика. Нет, перемен. Хотя я могу предугадать такой момент с учетом аркана гроб. Все же есть те события в вашей жизни, которые, пусть это не для всех проиграются, но для кого-то проигрываться будут. Те отношения, которые вроде длятся долго, и где-то вы подустали. Вам надоела какая-то прежняя история. У кого-то это может проиграться с одиночеством. Как долго я буду в этом одиночестве? Хотя точно так же я могу предположить, как работа на дому. Двойка жезлов. Вы будете просто-напросто, вот как двойка, это две позиции или два направления. Дом и работа. И у вас вот сфера достижений, денег и где-то личная жизнь, место вашего пребывания. Все это совмещается в один какой-то узел. И, возможно, вам захочется больше как-то это распределить, буквально дробировать,
как-то по-новому обустроить свою жизнь в плане графика или буквально времени вашей занятости. Но опять же, это будет не для всех. А основная или центральные темы этих 10 дней – это ваши достижения и финансовые вопросы, подведение итогов и конкретные планы на будущее. Именно конкретные, с прорисовкой или с прописыванием, точнее на бумаге, какого-то тезис-плана. Пошагово, что я намереваюсь делать дальше. Может быть, кто-то из вас будет еще и изучать законы или обращаться к специалистам. Вот таким, как рыцарь мечей, хладнокровным, может быть, жестким, которые умеют сказать нелицеприятную правду, но правда, истина дороже, мы сказали. И тогда даже контакты с таким человеком, который умеет сказать правду, пусть она нам не нравится, но мы это не изменяем, нам это тоже каким-то образом помогает. Может быть, помогает выйти из какого-то стопора. Потому что какая-то позиция ожидания или позиция заложника, двойственного состояния, когда вы сразу вынуждены двигаться в нескольких направлениях, или вы чувствовали прежде, что какие-то обязательства ваши, они теперь уже вас тяготят, и не захочется быть всем удобным. Вот это я вам точно говорю. Такие энергии преобладать будут в эту декаду. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.